Ха, как красиво, да? Есть стоечка кибодачи. Перекатывается, да? Шотокан карате именно. Вот они где. Кокуцудачи, банки. Это есть зенкуцудачи. Друзья, всем привет. С вами снова я, Макс Степанов, он же Сенсей Макс. И сегодня я вам расскажу, откуда у меня появились такие красивые ноги. Ноги. Отвечаю на комментарий. Написал Эдмонд Дантес 7653. Следующее сообщение. Макс, хочу сходу сделать вам комплимент. Комплимент, это же приятно, да? Доброе слово, на кошке приятно. У вас отлично развиты мышцы ног. А волка ноги кормят, бойца-ударника тоже. По возможности снимите ролик о развитии мышц ног, икр, в частности, для боксера. Поделитесь, как тренируете их именно вы. Ну, то есть я, в смысле. Благодарю. Эдмонд Дантес, спасибо за вопрос, спасибо за комментарий, за обратную связь. Он, наверное, всех интересует. Только один Эдмонд Дантес осмелился, да, не постеснялся спросить про мои красивые ноги. Ноги. Ну, грубо говоря, ноги состоят из бедра и голени. Вот, собственно, и все. То есть две кости, соединенные коленным суставом. Сейчас я немножко такой экскурс сделаю в анатомию, да. Вот, у вас две кости. Кость и голень. На каждой косточке находятся какие-то мышцы. Спереди у нас находятся квадрицепсы, ну, вот эти мышцы бедра. Ну, давайте их назовем просто мышцы бедра. Что там квадрицепсы, что там умничать, да? Вот это мышцы разгибатели. То есть мы что-то разгибаем с помощью этих мышц. То есть, когда мы встаем, например, делаем приседания, мы, да, работают эти мышцы. Когда у нас нога сгибается, вот здесь работает уже бицепс бедра, ну, назовем его заднее бедро, да, когда мы сгибаем ноги. Дальше, вот здесь у нас находятся икры, икроножная мышца, ну, камбаловидные мышцы, еще какие-то, ну, все знают это как икроножная мышца, окей, пусть это будет икроножная мышца. Она нужна в основном для того, чтобы мы, смотрите, поднимались на носочки, поэтому вот вам подсказка, когда вы с пяточек поднимаетесь на носочек, видите, как работают мышцы. Ха, как красиво, да? Перекатываются, да? Вот они где. Банки. Что-то хрустит еще попутно, но ничего страшного. Вот разобрались. Анатомия понятна. Соответственно, как я подозреваю, поскольку я в самом раннем детстве стал интересоваться карате, а карате мне попалось Шотокан, это такое классическое карате считается, который придумал Гичин Фунакоши. И там, чем оно характерно, Шотокан карате именно? Характерно низкими стойками, то есть очень низенькие стойки, прям вот до нельзя низенькие, да. Вот если есть стоечка кибодачи, она же называется по-китайски мабу, ну в кунг-фу, в ушу, да, стойка всадника, то в шотокане стойка достаточно длинная, широкая и низкая очень. То есть бедро у нас практически параллельно полу. Так вот, я думаю, что вот эти мышцы, которые у меня здесь появились на ногах, они в том числе благодаря стоянию и передвижению в низких каратистских стойках. Сейчас я вам расскажу, друзья. Всего три стойки вам надо запомнить, и будет у вас такие же ноги, как у меня. Итак, первая стоечка кибодачи. Это симметричная стойка, когда у вас вес поровну поделен между ногами. То есть в этой позиции вот вы стоите вот таким вот образом. Все, встали, спинка прямо и стоим. Сколько стоим, не знаю. Мы стояли часами, то есть очень долго. Вот поэтому сами себе дозировочку сделайте, поставьте таймер на 30 секунд, по сути 30 секунд. Как планка примерно. Это раз стойка. Стряхнули ноги. Вот прям сразу прям чувствуется, забиваются ножки. Итак, карате Шотокан, низкие стойки. Ос, респект. Следующая стойка, ребят. Зенкуцудачи называется. Здесь уже по всем канонам у нас вес больше на впереди стоящей ноге. То есть 70%, да, как пишут учебники. А на сзади стоящей ноге, сколько там остается? 100 минус 70. Правильно, 35. Кто заметил ошибку, пишите комментарий. У нас теперь вес на этой ноге, видите? Теперь я стою, укрепляю переднее бедро, квадрицепс. Явно видно, мышца, видите, как она напрягается. И вот вы стоите в этой стойке. Стоите час, два, три. Нога начинает трястись, но мы должны стоять, укреплять. Параллельно тренируется ваша сила воли, характер и все такое прочее. Запомнили положение ноги? Потом поменяли стоечку. Встали на другую ногу. На ней постояли. Зенкуцудачи. Ну, грубо говоря, зенкуцудачи — это стойка из Шотокан карате, как стоп-кадр, фрагмент какого-то нападения. Это может быть там удар рукой, одной или другой рукой. Это и есть зенкуцудачи. И третья позиция, которая прокачает, это статические упражнения называется, по сути. Кокуцудачи. Когда у вас сзади стоящая нога под нагрузкой. 70% веса здесь. Видите, мы берет на себя нагрузку, и мы ее таким образом тренируете. На одной ножке постояли, другой ножке постояли. Стойка, ну пусть будет метр. Длина стойки метр. Вот у вас кибодачи, вот у вас зенкуцудачи, кокуцудачи, зенкуцудачи.
Кокус, где мой черный пояс, блин? Что за уроки, да? Бокса, самообороны и так далее. Короче, вот эта штука вам очень хорошо реально прокачает ваши ноги. Вы, по крайней мере, прочувствуете вот эти мышцы, которые держат ваше тело. Реально, спокойно, так, задумчиво даже, может быть. Вот. Потом в этих стоечках же еще двигаются каратисты.